Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик терморегулятора. Эта моделька называется XYT01. Ссылочку на него вам оставлю в описании. В этом видео я расскажу, как его подключить и как его настроить. Вот в качестве нагревателя будет у меня вот такая вот лампочка. Эта лампа у меня на 12 вольт. Также сюда можно подключать нагреватели и на 220 вольт. Реле здесь силовое, оно рассчитано. Либо если при 12 вольтах можно использовать нагрузку до 20 ампер, а если 220 вольт, то 5 ампер. Контакты подписаны с обратной стороны. У нас плюс-минус, это у нас для подключения питания модуля. Питание у нас от 5 до 30 вольт. На вот эти две клеммы можно подавать. Плюс-минус подписаны. Если перепутаете, ничего страшного, стоит защитный диод. То есть полярность перепутали, ничего страшного не случится. Модуль не сгорит. В общем, сюда подается питание. Вот если взять с блока питания, подаем сюда плюс, а сюда подаем минус, то вот дисплейчик загорелся и модуль наш заработал. Также питание можно подавать, у нас еще есть с обратной стороны микро-USB разъемчик. И я возьму вот провод, у меня есть от компьютера, запитан USB кабель и с микро-USB разъемчиком. Вот мы подключаем. И так же само модуль включился и работает от 5 вольт. Датчик выносной. Длина тут полметра, небольшой, но можно удлинять. Здесь даже есть калибровка датчика, то есть вы можете его откалибровать. Но в комплекте идет такой, не очень длинный, но в принципе, может кому-то этой длины будет и достаточно, например, в инкубаторе, то его хватит с головой. Вообще модуль универсальный, можно управлять температурой любого устройства, которое вам нужно. Главное, чтобы подошло по диапазону. Здесь диапазон температур, который можно регулировать от минус 50 до плюс 110 градусов Цельсия. Отрицательные температуры регулируются с диапазоном 1 градус Цельсия. От 0 до 99 градусов с шагом 0,1 градус Цельсия. То есть десятая часть градуса можно выставлять, регулировать. И от 100 до 110 градусов тоже 1 градус Цельсия. В комплекте у нас еще были вот такие вот ножки. То есть они в отверстие вот так защелкиваются. Это можно где-то приклеить и зафиксировать модуль. Также здесь, что у нас еще есть? Кнопочки для настройки. Сейчас мы подключим его, и я покажу, как настраивать. Зуммер есть, здесь есть звуковая сигнализация. То есть здесь можно выставить температуру. Если вы ее превысите, то будет раздаваться сигнал. Тоже сейчас попробуем. Потому что в основном терморегуляторы идут без звуковой сигнализации, а тут она есть. Что, как подключать? Вот два контакта внизу, эти под питание, а вот эти два, они замыкаются между собой, когда терморегулятор включится. И когда он наберет определенную температуру, выставленную, он отключится. То есть вот эти два контакта между собой замыкаются. Сейчас я продемонстрирую. Вот как раз будет лампа подопытная. Она у нас будет включаться. То есть что мы делаем? Вот этот контакт будет идти плюс у нас. На лампу затянем отверточкой. Минус у нас сразу пойдет напрямую к блоку питания. Вот так вот подключили. И плюс блока питания идет у нас на реле. Вот так. Подключили. То есть, когда у нас включится терморегулятор, лампа должна загореться. И теперь по настройкам. Что у нас здесь есть? Кнопкой стоп. Мы можем выключать терморегулятор, то есть он не будет работать. Просто будет работать как термометр. Вот я нагреваю датчик. Температура меняется. Вот он показывает температуру текущую. Но релюшка не управляется, просто выключена. И переводим в положение ON. Это у нас включенный терморегулятор. Теперь переходим к настройкам. Нажимаем Set однократно. Замигала C символ. Это означает, что у нас сейчас стоит режим охлаждения. H это у нас режим нагревателя. То есть нагрев
либо охлаждение. Выбираем. То есть лампа у нас это нагреватель, поэтому переводим в режим вход. Если у вас будет подключен, например, там элемент пельтье вы будете использовать, либо другой какой-то компрессор для холодильника, то тогда режим C, охлаждение. H нагрев. Так, этим разобрались. Дальше у нас выставляется температура, нужная нам. Например, мы выберем 32 градуса Цельсия. Вот выбрали. И переходим к настройке гистерезиса. Это разница температур включения и выключения. По умолчанию 2 градуса. Можем поставить 3 градуса, можем поставить 0,1 градуса. То есть вы выбираете разницу температур, включения и выключения терморегулятора. Выбрали, настройки сохраняются сами через несколько секунд. Либо кнопку Set нажали и настройки сохранились. Теперь посмотрим, как он работает. Вот сейчас текущая температура 27,8 градусов, а выставлена 32. То есть будем нагревать датчик. Вот я его зажал в руке, пошел нагрев. Нагревается до 32 градусов и отключается. Гистерезис мы поставили 1 градус. То есть теперь у нас терморегулятор включится в следующий раз, когда температура упадет до 31 градуса. У нас есть еще одни настройки, они находятся глубже в меню. Для этого нам нужно будет зажать кнопку Set на 3 секунды. Вот, зажали, зашли в следующее меню. ALA это у нас сигнализация, то есть сокращенно от аларм. Ее можно включить, нажимаем кнопку Стоп, она включается и выставляется температура. По умолчанию эта функция выключена. Вот сейчас мы ее включили и выставим температуру, например, 34 градуса. Я выставлю, чтобы можно было рукой нагреть до этой температуры. И должна будет включиться у нас звуковая сигнализация. Сейчас проверим эту функцию. Вот, мы опускаем ее до 34 градусов. Выбрали. Сохраняем настройки. Сейчас выйдем из меню и посмотрим. Вот, терморегулятор уже остыл и заново включился. Греем теперь датчик. Терморегулятор выключился при 32. И сейчас что-то должно произойти. Вот он, запищал у нас терморегулятор. То есть превышена температура допустимая, которую мы установили. И сигнализация у нас выключается любой кнопкой. То есть любую кнопку нажимаем, сигнализация у нас выключилась. По умолчанию эта функция выключена. Вот, выключается кнопкой стоп. Опять заходим в меню, выключили. Дальше у нас ОПХ. Это у нас также по умолчанию выключено, можно включить, в минутах измеряется. Это время задержки включения. Можно поставить 1 минуту, 2, до 9999 минут максимальное время. Ну, выберем 1 минуту. Настройки сейчас сохранятся. Температура, когда упадет до 31 градуса Цельсия, то терморегулятор не сразу включится, а пойдет отсчет времени, и он включится через минуту, потому что мы выставили минуту задержка включения. Ждать мы это не будем сильно долго. Заходим в следующее меню. Это мы проверили. По умолчанию выключено. Дальше у нас идет калибровка температуры. Можно в плюс добавлять, можно в минус убавлять. Плюс-минус 10 градусов можно откалибровать датчик. Если он у вас показывает не точно, у вас есть какой-то эталонный прибор для измерения, то можно датчик откалибровать. Также в этом меню он калибруется. Ну, по умолчанию стоит 0 градусов Цельсия. И все, уже пошло по кругу. Настройки заново. То есть в этом меню тоже настраиваются 3 параметра. Вот так работает данный датчик температуры. Ссылочку на него я оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.